Диана Абгар – одна из тех, чьи заслуги перед армянским народом остались в стороне от широкой известности. Писательница, дипломат, гуманист, она стала первой женщиной, занявшей должность посла. В начале 20 века Диана Абгар боролась за права армян, помогала беженцам и как консул Армении в Японии продвигала международное признание республики. Прежде чем начну, хочу напомнить, что поддержать канал можно, поставив лайк и подписавшись. Если вы хотите поддержать материально, для жителей СНГ доступен Boosty, для международных зрителей Patreon, а также возможен разовый донат через Donation Alerts. Приятного просмотра! Диана Абгар родилась в 1859 году в Рангуне, Британская Бирма, младшей из 7 детей в армянской семье, эмигрировавшей из Ирана. Ее родители управляли крупной молочной фермой, что отражало значимость армянских предпринимателей в диаспоре Индии, которая была важным центром для армянских интеллектуалов и бизнесменов. Армянские общины в чужих странах, такие как Индия, создавали сплоченные сообщества для сохранения традиций и общественных норм. Причем армянская апостольская церковь была центральным институтом. Диана была преданной прихожанкой этой церкви, что глубоко повлияло на ее культурную и духовную идентичность. Ее мать описывала Диану как странного ребенка, отмечая ее раннюю задумчивость и необыкновенную чувствительность. Абгар отвергала некоторые церковные догмы, но придерживалась четко определенных принципов, которые, по словам ее матери, были невозможно обойти. Она училась в монастырской школе в Калькутте, где овладела английским языком, а в подростковом возрасте искала уроки армянского языка, чтобы поддержать связь с наследием. Будучи заядлым читателем и писателем, она опубликовала свой первый роман в молодости. В конце 20-х годов Диана встретила Майкла Абгара, армянского бизнесмена. Изначально больше интересовавшаяся писательством, чем его ухаживаниями, она вышла замуж, когда ей было почти 30 лет. Пара провела медовый месяц в Японии, а в 1889 году вместе с дочерью Роуз переехала из Индии в Японию, где Майкл обосновал свой бизнес. В эпоху Мэйдзи Япония модернизировалась и открывалась для иностранцев. После более чем двухвековой изоляции правительство внедрило политику аятои – наем иностранцев, чтобы привлекать западных специалистов для передачи знаний. Иностранцы, включая абгаров, пользовались уважением, и бизнес Майкла процветал. В 1880-х годах благодаря растущему спросу на внешнюю торговлю. Однако его вспыльчивый характер и расточительные траты создали финансовые трудности для семьи. У пары было 5 детей, но 2 из 3 сыновей умерли от менингита, что усугубило их беды. Позже Диана признавалась, что ее брак не был счастливым. В 1904 году, во время русско-японской войны, Диана Абгар опубликовала сборник из 8 рассказов «Домашние истории войны», посвященный японскому народу, вдохновленный ее наблюдениями за японским обществом. Рассказы изображали патриотизм и стоицизм обычных граждан, чьи близкие сражались на войне. Один из рассказов описывает мальчика, узнавшего от деда, что павшие солдаты были помещены в большой храм для вечного почитания. Они говорили странные вещи о том, как тех, кто ушел на войну, теперь поместили в большой храм, чтобы их чтили вечно. Книга подчеркивала способность японцев принимать боль и утрату без жалоб, что перекликалось со стоицизмом самой Абгар. В 1906 году Майкл неожиданно умер во время деловой поездки, после того, как его ударила испуганная лошадь, и скончался через 2 дня. Оставшись с детьми, Диана взяла на себя управление семейным бизнесом, несмотря на отсутствие опыта, обеспечив его успех для поддержки семьи. В этот период она столкнулась с серьезными финансовыми трудностями, вспоминая момент, когда кредиторы забрали почти все ее имущество во время родов сына. Чувствуя себя беспомощной и одинокой в мире, как беженка в чужой стране, она спрятала драгоценности у соседки, чтобы защитить семью, позже использовав их для помощи беженцев. Она описывала стыд и смущение от этого поступка, но признавала ее необходимость.
Массовые убийства армян, организованные Османской империей, глубоко повлияли на жизнь и работу Абгар. В апреле 1909 года резня в Адане унесла жизни около 30 тысяч армянских христиан, совершенная османскими мусульманами, с уничтожением целых городов и деревень. Это событие, ставшее частью контрреволюционного отката религиозных консерваторов и тюркских националистов после революции младотурок 1908 года, стало поворотным моментом для Абгар. Революция изначально вселяла надежду на конституционализм и братство между армянами, евреями, мусульманами и арабами. Но жестокий ответ был направлен против армянских общин, особенно в Адане, городе в южно-центральной Анатолии. Абгар проводила регулярные собрания в Якогаме с религиозными, университетскими и дипломатическими лидерами для обсуждения мировых событий, особенно положение армян. На одном из таких собраний она узнала, что армянские пасторы, направлявшиеся на миссионерскую конференцию в Адане, были остановлены на дороге и убиты, что побудило ее искать американские газетные сообщения для получения подробностей. Почему газеты не рассказывают о судьбе убитых священников? В ответ на резню в Адане Абгар подготовила брошюру для распространения в США, описывающую ужасы насилия и перемещения. Она встретила американского миссионера, который рассказывал о разрушениях в Киликии во время резни. Я встретила американского миссионера, проходившего через Японию. Он был в Киликии во время резни в Адане, и я была поражена ужасом от того, что он рассказал. Что касается числа тех, кто оказался без крова и в нищете, он сказал, кто сможет подсчитать. Они грабили, грабили и грабили, и жгли все, что не могли ограбить. В Касабе не осталось даже кувшина с водой. Резня привела к массовому перемещению армян, разрушению их сельскохозяйственной инфраструктуры и вызвала голод и болезни. Абгар позже расширила эти брошюры до публикации в Японии. В 1910 году она опубликовала 2 книги «Правда о резне армян» и «Преданная Армения», осуждающие политику Османской империи и критиковавшие европейские державы за приоритет геополитических интересов, такие как железнодорожные концессии в Турции, над страданиями армянских христиан. Она писала: Другие христианские народы, находившиеся под турецким владычеством, были освобождены, и их мученичество подошло к концу, но армяне до сих пор оставлены на произвол убийств, горя и разорения. Державы Европы придали гораздо большее значение турецким железнодорожным концессиям и сферам влияния в Османской империи, чем крови беззащитного христианского народа. Несмотря на положительный прием ее книги, Абгар чувствовала разочарование и бессилие, сомневаясь, сможет ли она привлечь внимание мира к Армении. Она обратилась к молитве за руководством, ежедневно уединялась в башенной комнате в 10 утра. Она писала видение, в котором божественное присутствие поручило ей записать истории убитых армян. Когда я размышляла о величайших страданиях моего народа, в муках моей души я воззвала к Господу. Мой народ был поглощен огнем и мечом, и их кровь текла, как многие реки. Мой народ ел пепел вместо хлеба и утолял жажду слезами. И когда я молилась, рядом со мной, как в видении, стоял Он, чья сила проникала в самую глубину моих костей. Он повел меня за руку в долину, и там лежали пепел человеческой плоти и обугленные кости мертвых. Я упала на лицо свое от страха и трепета, но он поднял меня и сказал: «Пиши, что эти люди скажут тебе». И я сказала: «Господин, что мне писать? Мертвые не говорят». И он сказал: «Нет, я заставлю их встать в живой плоти, и я дам им язык». Еще раз он сказал: «Пиши, что скажут убитые твоего народа. Моя сила достаточна для тебя». Сочинения Абгар были частью более широкого осознания образованными армянами армянского вопроса, продолжающегося преследования армян в Османской империи. Она критиковала великие державы за их безразличие, отмечая, что великие державы Европы относятся к малым народам, так же, как бильярдисты к шарам на бильярдном столе. Они ударяют беззащитные шары малых народов своими политическими киями, и шары вынуждены катиться туда и сюда от удара игроков. ее обширная переписка, длившаяся более 15 лет, в
включала письма миссионерам, политикам и гуманитарным организациям, таким как Красный Крест, и известным личностям, таким как Дэвид Старр Джордан, основатель Стэнфордского университета и активист за мир. Джордан выразил интерес к ее сообщениям. Меня очень интересует то, что вы говорите о делах в Армении. Турецкое правительство решило покончить с армянами. Я почти решил отправиться в Армению. Я отправляю ваше письмо президенту Вильсону. По мере эскалации Первой мировой войны Абгар усилила свою адвокацию, предупреждая о надвигающихся резнях. Она писала циркуляры, осуждающие империализм и выступающие за демократию. В войне нет спасения ни для кого. Великий дракон, империализм, должен быть убит, прежде чем народы Земли смогут жить в мире. Когда турецкие власти отдали приказы о депортациях, они фактически подписали смертный приговор целой нации. Они прекрасно это понимали. Генри Моргентау, посол США в Турции в годы Первой мировой войны. Геноцид армян, начавшийся в 1915 году, привел к тому, что османские власти организовали убийства, депортации и голод, унесшие жизни 1,5 миллиона армян. Абгар документировала свидетельства выживших, таких как Крикор Егоян, описавших резню в его деревне Куилу на склонах горы Дород. Их резали и убивали на склонах гор Дород. Даже детей учили, как убивать человека. К утру я устроил место под полом, подземную яму, наполовину под полом, в земле. Прошло 7 недель. Жизнь в этом помещении стала невыносимой. Я не мог есть и пить, был скорее мертв, чем жив. Я решил, что такая жизнь не стоит того, чтобы ее продолжать. Я примирился с мыслью о смерти. Теперь ничто и никто не казались мне достаточно важными, чтобы заставить меня думать иначе. Другие выжившие подкупали охранников, чтобы освободить родственников, иллюстрируя отчаянные меры для выживания. Абгар подчеркивала стойкость армян, которые даже после геноцида строили ирригационные системы в курдских деревнях, демонстрируя их продолжающуюся роль строителей в регионе. Адвокация Абгар затрагивала более широкий политический контекст. Она рассматривала армянскую родину, исторически поглощенную соседними империями после возникновения ислама, как жертву геополитических маневров. Как борец за мир, она утверждала: Каждая нация имеет право на свое собственное существование. Каждая нация имеет неотъемлемое право на страну, которая является ее наследством. Она отмечала безгосударственность армян, разбросанных по Османской, Российской и Персидской империям, с 6 армянскими провинциями в Османской империи, 2 в Российской и тысячами в соседних регионах. Окруженные 3 великими империями – Российской, Турецкой и Персидской, несчастное географическое положение нашей страны стало причиной гибели ее народа. Нам в вежливом языке, дипломатии, сказали, что равновесие Европы и мир в Европе требуют, чтобы Армения оставалась под турецким господством. Общественное мнение в Великобритании было проармянским, с обществами и парламентскими дебатами, критиковавшими османскую политику. Но Абгар считала это недостаточным. За свою глупость в доверии к европейской защите и надежде на европейское вмешательство несчастные армяне заплатили реками своей крови. И за преступления неудачи их заставили утопать в этой крови. Ее обращение в Гаагу 5 декабря было принято, где она писала: Разбойники всегда спорят из-за дележа украденного, и это называется войной. Правительство организовало систему ужасов для истребления народа. Одной из главных точек армянских беженцев стал Владивосток, к которому беженцы ехали по Транссибирской магистрали. Во Владивостоке, где многие беженцы застряли, Абгар сотрудничала с Американским Красным Крестом, созданным там в июле 1917 года для помощи беглецам от Первой мировой войны. Я молю Ваше Превосходительство любезно поручить генеральному консулу Японии во Владивостоке выдать разрешение этим людям и их семьям на въезд в Японию. Настоящим гарантирую, что если Липарит Хамбре Зумян и его жена Элизабет будут нуждаться в финансовой помощи, или если японские власти сочтут такую помощь необходимой, я окажу им поддержку.
Если они причинят ущерб другим лицам, я возьму на себя ответственность за возмещение убытков. Когда японские власти сочтут нужным, чтобы они покинули страну, все расходы по этому поводу также лягут на меня. Обесценивание рубля сократило деньги, которыми располагают некоторые из этих беженцев, до смехотворной суммы, из-за чего они не могут оплатить свое собственное путешествие. 16 320 иен – это стоимость 68 билетов, что составляет нехватку в 4320 иен. Но если армянский комитет возьмет на себя эти расходы, мы сможем отправить 50 человек на судне Йокогама-Мару, которое выйдет 30 мая. Абгар столкнулась с личными трудностями, включая нервный срыв, который временно остановил ее работу. У меня был нервный срыв, и я не могла писать. После этого я надеюсь снова начать свою работу. После небольшого отдыха все мои потери идут в сокровищницу Бога. Пусть только Армения будет избавлена от турецкого ада. Когда армянские беженцы начали прибывать в Японию, особенно в Якогаму и Цуругу, Абгар перешла от адвокации к прямой гуманитарной помощи. Японские власти, незнакомые с беженцами, полагались на ее вмешательство. Она использовала свое понимание японского правительства, полученное благодаря деловому опыту, чтобы обеспечить временное убежище для беженцев. Для финансирования их поддержки она продала личные активы, включая драгоценности, спрятанные во время финансовых трудностей. Я помню это, как будто это было вчера. Сейчас самое время их продать и использовать деньги с пользой, помогая этим людям. Пока их резали, я тратила время на бесконечное написание писем и книг. Разве это кому-то помогло? Теперь мой шанс. Абгар арендовала дома рядом со своим, чтобы предоставить убежище часто более 60 армянским беженцам, а также грекам и ассирийцам. Она помогала с логистикой, включая получение документов, трудоустройств и билетов на корабли, в основном в США, Канаду и Южную Америку. Процесс осложняли переполненные пассажирские судна, военные ограничения и строгие миграционные правила США. Она отмечала: В Цуруга и Йокогаме не будет никаких проблем, если они упомянут мое имя перед властями, потому что японское правительство дало мне разрешение. Очень сложно найти место на этих кораблях с марта по октябрь. Суда переполнены, а судоходная компания действует независимо. Жилье на этих судах очень скудное и неудобное. Правительство США ввело очень строгие правила по иммиграции иностранцев. Недавний пожар в Йокогаме стал проблемой, потому что сгорел отель Мияри, и мне пришлось не просто искать жилье для беженцев. Сейчас в помещениях, которые нам удалось арендовать, находится около 60 армянских беженцев, а также 5 ассирийцев и 3 греков, которых я приютила. Поэтому для второй группы армян мест нет. Пожар в Йокогаме уничтожил жилье, включая отель, вынудив ее искать новое помещение для беженцев. Абгар предоставила работу беженцам, таким как Крикори Гаян, квалифицированный плотник, которому она помогла найти проекты в Японии. Диана помогла одному из беженцев, который, спасаясь от турецких резин, застрял во Владивостоке, провел 7 месяцев в бараках и пережил опасное путешествие через Россию. В письме 1919 года директор по гражданским делам Американского Красного Креста в Восточной Сибири охарактеризовал его как желанного гражданина для США. Он добирался из Астрахани в Самару, выдержав 5-дневное путешествие по реке Волге. В Самаре они столкнулись с хаосом от столкновений большевиков и Белой армии, с пулями и бомбами, поджигающими нефтяные резервуары. Усилия Абгар принесли ей прозвище «Мать нации» среди беженцев, которые видели в ней спасательный круг в чужой стране. Мы узнали о любви и заботе, которые вы проявили к своим несчастным соотечественникам, и о том, как вы облегчаете их пребывание в той далекой стране. Я ценю вас и желаю, чтобы Бог укрепил вас в ваших делах, наполненных любовью и утешением для наших сестер и братьев многострадальной нации. Распад российского контроля на Кавказе после ухода войск в 1917 году создал вакуум власти, что привело к провозглашению Первой Республики Армения 28 мая 1918 года.
Республика, обнищавшая и находящаяся в состоянии войны с Османской империей, столкнулась с оккупацией и наплыва десятков тысяч беженцев. Она написала открытку, краткое изложение того, что армяне сделали в войне, подчеркивая вклад армян против османов и немцев, чтобы заручиться поддержкой Запада. Армяне сражались и выиграли множество битв против османов и немцев. И теперь настало время для Запада поддержать и защищать Армению. Первые договоры, составленные державами-союзниками, предусматривали создание более крупной независимой Армении, включая территории, населенными армянами в бывшей Османской империи. Согласно плану, Армения должна была стать протекторатом Соединенных Штатов. Диана была активной сторонницей этого видения своей родины. Она утверждала, что армяне заслуживают помощи не только как жертвы, но и как активные участники войны. Конечно, вы, несомненно, читали в газетах новости о том, что Соединенные Штаты станут опекунами свободной Армении. Наконец-то я вижу осуществление своих надежд. Наконец-то армяне смогут жить на земле Армении и вступить в свое собственное наследие. В 1918 году Республика Армения назначила Абгар почетным консулом в Японии, признавая ее гуманитарные усилия. Хотя ее пребывание в должности было кратким, ее предыдущая работа фактически сделала ее де-факто послом. Она переписывалась с премьер-министром Амоа Ганджаняном и поощряла беженцев к репатриации в Армению, веря, что они смогут восстановить родину. 16-17 женщин и детей застряли во Владивостоке и содержатся Красным Крестом. На мой взгляд, ни один из них не должен ехать в Америку, даже если им это разрешат, потому что что они будут делать там? Армения — лучшее место для этих бедных людей, потому что они смогут как-то зарабатывать на жизнь в своей стране. Для содействия репатриации она организовывала поездки в Порт-Саид, Египет, как транзитный пункт. Однако крах республики в 1920 году после оккупации большевиками разрушил эти надежды. Отказ Сената США от мандата для Армении еще больше разрушил ее видение независимой родины. Абгар выразила сожаление о поощрении репатриации, поскольку многие столкнулись с голодом и болезнями в опустошенных условиях Армении. Я горько сожалела, что отправила армянских беженцев в Порт-Саид для репатриации в Армению. Никто не мог представить, что произойдет захват большевиками. Я должна остановить этих людей. Они уезжают в Армению, но Армении больше нет. После 1920 года Абгар продолжила гуманитарную работу, сосредоточившись на переселении беженцев в США. В речи 1921 года она размышляла о потере независимости Армении и стойкости выживших. Мои дорогие гости, я так благодарна, что вы сегодня со мной. Вы дали мне надежду и цель. Сегодня мы прощаемся с 1920 годом и празднуем новый 1921 год. Было трудно, мы совершали ошибки, и часто границы нашей власти были слишком очевидны. Наша надежда на независимость Армении почти потеряна. Кто виноват? Будут ли слабые нации когда-либо услышаны? Я не доживу до этого, но, возможно, некоторые из вас увидят. Вы пережили больше, чем должен пережить любой человек. Вы видели худшее в человечестве. Я желаю, чтобы мир никогда больше не увидел таких зверств, и я желаю, чтобы за все наши страдания и жертвы у нас однажды снова была страна. Аминь. Эта удивительная женщина совершала настоящие чудеса, приходя на помощь незнакомым людям в тяжелые минуты. Она была глубоко верующей, много молилась и сочетала духовную силу с решительными добрыми поступками. Уже тогда она действовала как подлинный посол. Вся ее деятельность и вся жизнь, как до назначения, так и после, были жизнью истинного дипломата и подлинного гуманиста. О Диане нам известно немного. То, что мы знаем, на мой взгляд, лишь верхушка айсберга. Масштаб ее вклада в судьбу армянского народа до сих пор
остается до конца нераскрытым и недооцененным. Диана работала с беженцами более 10 лет и помогла более чем 600 людям. Во время Великого землетрясения в Канто в 1923 году дом Дианы обрушился, когда семья была внутри. Все было потеряно, но сама Диана почти не пострадала. Несмотря на это, она продолжала свои усилия до своей смерти 8 июля 1937 года. Наследие Абгар глубоко, но недостаточно признано. Геноцид армян, начатый под прикрытием Первой мировой войны, привел к тому, что османские власти организовали убийства, депортации, голод, унесший жизни 1,5 миллиона армян. Первая республика Армения, созданная в 1918 году, была кратким моментом надежды. Но ее крах в 1920 году подчеркнул трудности достижения армянской независимости. Усилия Абгар связали адвокацию и действия, предоставив спасительный круг выжившим, ищущим новый дом.